Ее не видно с дороги. Она спряталась за высоким забором в гуще великолепного реликтового леса, и она по-прежнему хранит следы сказочного замка, восхищая с первого взгляда. Полуразрушенная, но все еще прекрасная усадьба Владимира Храповицкого. В 40 километрах от Владимира есть маленький городок Судогда. Первое упоминание о нем отмечено 1552 годом. Расположен он на крупном почтовом тракте из Владимира в Муром. Похож на все маленькие старинные городки: церковь, парк, несколько старинных построек. Но известно Судогда совсем другим. В 3 километрах от городка расположено сельцо Муромцево, а в нем шедевр архитектуры XIX века, притаившийся в самой гуще леса, куда можно пробраться по тропинке, если вас не съедят по дороге комары, которых здесь несметное количество. Но это чуть позже. А когда вы подъезжаете к Муромцево, вас встречают великолепные развалины. И это еще не сама усадьба, а только конный двор и хозяйственные постройки. До самой усадьбы вам придется пройти по тропинке в гущу леса, сражаясь с полчищами комаров. Но не торопитесь, задержитесь здесь ненадолго, пройдите, почувствуйте дух этого былого великолепия. Полковник лейб-гвардии Владимир Семенович Храповицкий был ярчайшим представителем дворянского рода Храповицких. Дед его, Иван Семенович Храповицкий, был тайным советником и гражданским губернатором Санкт-Петербурга. Именно он, женившись на Екатерине Александровне Хониневой, стал владельцем Муромцева. А внук его, Владимир Семенович, закончив знаменитый Царский сельский лицей, всю воинскую службу проходил в лейб-гвардии гусарском Его Величества полку, но в военных походах никогда не участвовал. Усадьбу эту он получил в наследство после смерти отца в 1884 году, рассорившись с матерью и сестрами. Полковник оказался на редкость талантливым предпринимателем и занялся лесопромышленной деятельностью, за короткий срок превратив запущенное хозяйство в очень доходное предприятие. Лесное хозяйство приносило Храповицкому огромный доход, и это позволило ему устроить имение с поистине царским размахом. Решив перестроить усадьбу, Владимир Семенович пригласил очень популярного московского архитектора Петра Самойловича Бойцова. За 5 лет в Муромцево на территории свыше 40 гектаров был создан уникальный архитектурно-парковый ансамбль, включавший до 70 каменных и деревянных построек. Строительство главного усадебного дома было начато в июне 1884 года. Дворец напоминал старинные французские замки долины реки Луары, поздней готики и раннего Ренессанса, и первоначально был двухэтажным. 5 лет длился первый этап строительства усадьбы. А башня Донжон, что в переводе с французского означает «господская башня», построена в стиле английской готики в 1906 году. Автор постройки неизвестен. Считается, что прототипом замка Храповицкого является замок Балморал в Шотландии, летняя резиденция британских монархов. Во дворце Храповицкого было больше 80 комнат, и каждая из них отделана по-особому роскошно. Зеркальная, янтарная, малахитовая, голубая, розовая – вот лишь некоторые названия комнат былого великолепия. В доме также были устроены мраморные камины, туалетные комнаты с ваннами и бассейном. Украшением усадьбы стал прекрасный парк с дендрарием. Здесь находились регулярные французские, помпезные итальянские и пейзажные английские сады. Парковые аллеи украшали скульптуры, беседки, фонтаны. В усадьбе имелись оранжереи, в которых выращивали пальмы, лавры, персики, сливы и виноград. Центральную парковую аллею оформлял водный каскад, соединявший главный дом и усадебный пруд. На берегу была устроена набережная с лодочным павильоном, напоминавшим голландский домик. Здания конного, скотного и каретного дворов были задуманы как единый комплекс.
и напоминали они западноевропейскую архитектуру эпохи Средневековья. По желанию владельца в усадьбе было построено специальное здание для театра и проложена железная дорога. После революции 1917 года Храповицкий навсегда покинул свою усадьбу и Россию. Отъезд был спешным. Из России он отправился без багажа и без больших средств к существованию. Уезжая во Францию, он произвел полную опись имущества и добровольно передал его советскому государству. Вот таковым было мое поместье в сельце Муромцево, которое я и мои сподвижники всячески благоустраивали и облагораживали, в надежде, что оно украсит собой уезд, а стало быть, и всю Россию, и тем самым послужит ее славе и процветанию во благо будущего Отечества. Я смею надеяться, что это удалось мне, а потомки сохранят и умножат начатое русским дворянином Владимиром Храповицким. И уходя, я хочу сказать вам, как, пожалуй, одни лишь русские говорят, расставаясь: прощайте. Однако чаяния полковника лейб-гвардии Владимира Храповицкого не сбылись. Усадьба была национализирована. Ценности весом около 300 пудов вывезены и переданы в фонды Владимира Суздальского музея-заповедника. Сама усадьба подверглась расхищению и осквернению. С 1921 по 1976 год в главном доме располагался лесной техникум. А после того, как построили новый учебный корпус, усадебные здания были окончательно заброшены. В 1959 году сгорел усадебный театр, который когда-то представлял собой миниатюрную копию Мариинского театра. Реставрационные работы на территории усадьбы начались лишь в 2013 году. Сегодня главный дом по-прежнему за забором в разрушенном виде, однако сюда уже водят экскурсии. А в здании бывшего хозяйственного двора открылся визит-центр, где можно заказать экскурсию и узнать о других объектах и мероприятиях Владимира Суздальского музея-заповедника. Что же касается самого хозяина этого великолепного имения, то участь его была печальна. Последний предводитель дворянства Владимирской губернии скончался 30 июля 1922 года, через год после своего отъезда из России. Ему было 64 года. Умер некогда блестящий предприниматель в нищете и был похоронен на русском православном кладбище в Висбадене. На его могиле был установлен простой деревянный крест с табличкой, на которой указана дата рождения и смерти – 1858-1922